Традиционные финансы или TradeFi охватывают все устоявшиеся элементы финансовой экосистемы, включая банковское дело, торговлю акциями, рынки облигаций, венчурный капитал и хедж-фонды. Напротив, децентрализованное финансирование DeFi предлагает новую парадигму, позволяющую людям заниматься торговлей, кредитованием и заимствованием без необходимости в централизованных посредниках, таких как банки. Хотя некоторые рассматривают TradeFi и DeFi как конкурирующие системы, одна из которых потенциально превосходит другую, реальность такова, что они могут сосуществовать и даже дополнять друг друга. Всем hello, с вами Ян44, он же 44. В этом видео мы рассмотрим ключевые особенности TradeFi, сравним их с DeFi и обсудим, что может ожидать традиционные финансы в будущем. Для начала давайте рассмотрим, что такое традиционные финансы, то есть TradeFi. Традиционные финансы, широко известные как TradeFi, представляют собой основополагающую финансовую систему, которая развивалась на протяжении веков. Рынки TradeFi подлежат тщательному регулированию со стороны государственных органов, таких как центральные банки и финансовые регуляторы, что обеспечивает стабильность и соответствие требованиям в различных регионах. Основными участниками TradeFi являются посредники, в том числе банки, фондовые биржи, платежные системы и страховые компании. Эти организации действуют в сложной нормативно-правовой среде, которая варьируется в зависимости от страны, устанавливая стандарты и практику финансовых операций. TradeFi охватывает некоторые из наиболее важных рынков мира, такие как иностранные валюты Форекс, недвижимость, акции, сырьевые товары и деривативы. Эти рынки имеют решающее значение для глобальной экономической стабильности и в настоящее время переживают трансформации благодаря технологическим достижениям и усилению контроля со стороны регулирующих органов, особенно в таких областях, как кибербезопасность и практика борьбы с отмыванием денег. Теперь давайте рассмотрим, как работают традиционные финансы. Традиционные финансы, несмотря на интеграцию цифровых решений, остаются преимущественно централизованными. Управление балансами, книгами заказов и записями транзакций осуществляется центральными организациями, что сокращает возможности однорангового P2P взаимодействия. Вместо этого большая часть финансовой деятельности в TradeFi осуществляется через посредников, таких как банки и брокеры, что требует от людей значительного доверия к этим учреждениям в отношении управления своими средствами и активами. Эти посредники играют решающую роль не только в управлении транзакциями, но и в установлении правил, придерживаясь различных нормативных рамок, регулирующих их деятельность. Примечательной практикой в банковской сфере является система частичного резервирования, которая позволяет банкам выдавать кредиты значительно больше, чем фактические депозиты, которые они имеют. Масштабы традиционных рынков огромны. Например, рынок бумажных валют является одним из крупнейших классов активов, затмевая рынок криптовалют, который в сравнительных визуальных представлениях выглядит как маленькая фиолетовая точка на огромном холсте белой бумаги. Такое неравенство в размерах подчеркивает обширный охват и влияние TradeFi в мировой экономике, даже несмотря на то, что начинают появляться новые финансовые модели, такие как децентрализованное финансирование, то есть DeFi. Теперь давайте рассмотрим, в чем заключаются ключевые особенности TradeFi. Традиционные финансы работают вокруг централизованных систем, которые облегчают торговлю, кредитование и управление активами и финансовыми инструментами. Его успех во многом обусловлен надежной нормативной правовой базой, которая обеспечивает предприятиям безопасность при принятии рисков и одновременно защищает интересы потребителей. Несмотря на эти преимущества, ограничения TradeFi стимулировали появление децентрализованного финансирования в качестве альтернативы. В основе TradeFi лежат централизованные организации, такие как банки, инвестиционные компании и регулирующие органы. Эти организации несут ответственность за создание, маркетинг и управление финансовыми продуктами и услугами, а также играют решающую роль в управлении рисками и регулировании рынка. Чтобы такая структура функционировала эффективно, необходимо общественное доверие к этим институтам, способным ответственно управлять средствами. Партнерство правительства с частными предприятиями часто имеет решающее значение для обеспечения финансовой безопасности населения. Традиционные банки, характеризующиеся наличием физических отделений, необходимыми внутренними банковскими лицензиями, работают под строгим надзором со стороны регулирующих органов. Получение банковской лицензии – трудный и дорогостоящий процесс, поэтому только хорошо оснащенные организации могут предоставлять эти услуги. Хотя это способствует высокому стандарту обслуживания, но также ограничивает разнообразие финансовых поставщиков на рынке. Учреждения TradeFi связаны множеством местных, национальных и международных правил. Обычно от них требуется поддерживать значительные резервы капитала для покрытия потенциальных убытков, а также иметь достаточно ликвидных активов для выполнения своих обязательств перед клиентами. Кроме того, для проверки личности клиента применяются строгие правила «Знай своего клиента» KYC, что помогает предотвратить мошенничество и отмывание денег. Эта строгая нормативно-правовая среда делает учреждения TradeFi особенно привлекательными для институциональных инвесторов, которые дают приоритет безопасности своих инвестиций. Однако эти правила могут стать сдерживающим фактором для тех, кто стремится к анонимности и меньшему нормативному надзору. И сейчас мы как раз таки рассмотрим различия между TradeFi
и DeFi. Сектор децентрализованных финансов DeFi развивался как революционная альтернатива традиционным финансам TradeFi, направленная на устранение необходимости в центральных органах власти при финансовых транзакциях. DeFi работает на принципах смарт-контрактов, технологии распределенного реестра и управления сообществом. В отличие от TradeFi, DeFi не полагается на централизованные учреждения для надзора и управления своими рынками. Вместо этого они используют модели автоматизированного маркетмейкера AMM и пулы ликвидности, которые управляют алгоритмами для выполнения сделок. Децентрализованные приложения DApps позволяют пользователям свободно создавать активы и торговать ими, обходя традиционные нормативные рамки, тем самым ускоряя и демократизируя финансовые обмены. DeFi в основном работает с криптовалютами, а не с бумажными валютами, преобладающими в TradeFi. Эти цифровые активы выполняют множество функций в экосистеме, от облегчения транзакций и кредитов до предоставления инвестиционных возможностей. Одним из резких различий между DeFi и TradeFi является нормативно-правовая база. Платформы DeFi обычно работают за пределами строгого соблюдения нормативных требований, требуемых от традиционных финансовых учреждений. Эта доступность способствовала инновациям, но также открыла двери потенциальным рискам, включая финансовые мошенничества. В ответ регулирующие органы, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам, начинают разрабатывать механизмы надзора за криптовалютами, NFT и другими цифровыми активами для защиты участников этих рынков. Платформы DeFi по своей сути не требуют разрешения и обеспечивают глобальный доступ без необходимости традиционного контроля доступа. Такая инклюзивность имеет серьезные последствия для людей в регионах с недостаточным уровнем обслуживания, которые могут быть исключены из системы TradeFi. Более низкие транзакционные издержки и минимальные входные барьеры в DeFi также способствуют более широкому участию, что делает его привлекательной моделью для расширения финансовой доступности во всем мире. Также мне хочется затронуть и проблемы, с которыми сталкивается рынок традиционных финансов. TradeFi может похвастаться многочисленными преимуществами, такими как безопасность, стабильность и прочная репутация. Тем не менее, он сталкивается с рядом проблем, которые повышают привлекательность децентрализованного финансирования DeFi для многих пользователей. TradeFi управляется сетью централизованных учреждений, все из которых придерживаются строгой нормативной базы. Эти правила часто препятствуют способности институтов TradeFi адаптироваться к изменениям, делая систему устойчивой к быстрым инновациям. Более того, эксплуатационные расходы, связанные с TradeFi, значительны. Внедрение крупных изменений сопряжено со значительным финансовым риском и может не принести немедленной финансовой отдачи. Основополагающие правовые структуры центральных организаций, таких как Федеральная резервная система, имеют глубокие исторические корни. Хотя обновление законодательства и происходит, они обычно уточняют, а не революционизируют существенную систему. Например, поправка к закону о Федеральной резервной системе 1913 года обычно служит расширению регулирующего контроля ФРС над финансовой системой США, а не ее капитальному ремонту. Подход TradeFi к инновациям является осторожным и взвешенным. Он ограничен соблюдением нормативных требований, необходимостью одобрения совета директоров и значительными инвестициями, необходимыми для интеграции новых технологий. Это часто приводит к более медленным темпам внедрения технологий по сравнению с более гибкими секторами. Работа в рамках TradeFi может быть дорогостоящей, поскольку высокие комиссии за транзакции обусловлены необходимостью использования посредников, таких как банки и брокеры, для получения прибыли. DeFi же, напротив, имеет тенденцию снижать эти затраты за счет автоматизации многих посреднических функций, предлагая более экономическую альтернативу финансовым транзакциям. В заключение я хочу сказать следующее. Хотя традиционные и децентрализованные финансы могут показаться противоречащим друг другу, они представляют собой взаимодополняющие сильные и слабые стороны, которые подчеркивают развивающую среду финансовых услуг. TradeFi с его надежной нормативной базой и устоявшимися системами предлагает безопасность и стабильность, которые необходимы для глобального экономического здоровья. Однако его устойчивые к быстрым изменениям и высокие эксплуатационные расходы подчеркивают области, где DeFi может предоставить инновационные решения. DeFi, с другой стороны, использует такие технологии, как блокчейн и смарт-контракты для создания более доступной и инклюзивной финансовой среды. Его способность работать без централизованного надзора и более низкие транзакционные издержки открывает финансовые услуги для более широкой аудитории, особенно для тех, которые недостаточно обслуживаются традиционными системами. Тем не менее, отсутствие нормативного надзора в сфере DeFi также создает риски, требующие тщательного рассмотрения для обеспечения защиты пользователей. Поскольку оба сектора продолжают развиваться, взаимодействие между TradeFi и DeFi может привести к созданию более интегрированной финансовой экосистемы. Изучая возможности и ограничения друг друга, они потенциально могут создать более устойчивую, инклюзивную и эффективную финансовую среду. Будущие разработки должны быть направлены на использование сильных сторон каждой системы и одновременное смещение присущих ей недостатков, что в конечном итоге позволит обеспечить более комплексные финансовые услуги, которые удовлетворят потребности всех слоев общества. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте репостить это видео. А всем спасибо за просмотр, с вами был 44, он же 44. See you!